Привет, друзья! Сегодня у меня на канале замечательные гости. Ко мне пришла Ирина с канала «О русском по-русски». Привет, Ира! Привет всем! Аня, спасибо тебе большое, что ты пригласила меня. Я очень рада сегодня быть на твоем канале. Спасибо большое, что нашла время прийти. Ир, ну расскажи, пожалуйста, о своем проекте. У тебя, наверное, один из самых больших каналов о русском языке в интернете, мне кажется. Как все это началось, как ты к этому пришла? Расскажи. Спасибо за вопрос. Я много раз уже на него отвечала в разных интервью. И, в принципе, я всегда рассказываю одно и то же, что мой проект был создан изначально для моих студентов, и думала, что только мои студенты будут смотреть мои видео, делать мои упражнения. Но получилось так, что он смог заинтересовать большее количество людей, чем я думала, и я очень этому рада, что я могу помогать большому количеству людей изучать русский язык. И название моего проекта «О русском по-русски». Уже в названии содержится формат моего преподавания. Я обучаю русскому языку только на русском языке. Конечно, это не значит, что с моими индивидуальными студентами я никогда не использую язык-посредник. Использую, но в видео вы можете услышать только русский язык. И когда я начинала делать проект, я думала, что я буду снимать видео только о грамматике и о лексике. Но со временем, когда проект развивался, рос, я начала снимать и влоги, и видео на а, какие-то культурологические видео, даже видео о фонетике. Сейчас я делаю плейлист с видео о пунктуации. В общем, идей масса. Я так же, как и ты, приглашаю на свой канал разных интересных людей, и преподавателей, и студентов. Мы говорим и о культуре России, и о русском языке, и в целом о преподавании русского языка. В общем, я бы сказала, что темы видео очень широкие. Я люблю говорить обо всем, что связано с русским языком и русской культурой. Также у меня, кроме YouTube-канала, есть сайт. На сайте в дополнение к видео я публикую онлайн-задания, диктанты, какие-то грамматические материалы, транскрипции. Также у меня есть страница на сайте Patreon. Там у меня такое уютное сообщество изучающих русский язык, с кем мы встречаемся 2 раза в месяц, говорим по-русски. Ам, Как-то я бы сказала, что я была очень скептически настроена по отношению к «Патреону». Я не была уверена, что кто-то туда придет, но сейчас я очень благодарю себя за принятое когда-то решение начать эту страницу, потому что я смогла, ну, не вживую, но хотя бы вот в таком онлайн-формате познакомиться с большим количеством людей и продолжать с ними встречаться каждый месяц. Здорово. Скажи, пожалуйста, а почему русский язык ты выбрала как предмет преподавания? Я думала об этом много раз. Я не знаю, наверное, я так плохо знаю иностранные языки, что я не готова преподавать их. Но у меня достаточно обычная история того, как я пришла в преподавание, как мне кажется, обычная, может быть, ты не согласишься со мной. Когда я училась в школе, я металась из одной стороны в другую. Я хотела быть врачом, потом журналистом, потом переводчиком. И в преподавание я никогда не планировала идти, я не видела себя преподавателем. Поэтому я поступила на филологический факультет и не думала, что потом пойду преподавать. Но благодаря моей маме я оказалась в группе, где мы изучали методику преподавания русского языка, изучали психологию, и практика у нас была в школе. Затем, благодаря преподавателю, который был моим куратором в школе, я поняла, что можно быть чудесным преподавателем. Это интересно. Не могу сказать, что я в этот момент полюбила школу. Я не хотела преподавать в школе даже тогда. Я хотела преподавать в вузе и работать с более взрослыми людьми. И потом, когда я уже в магистратуре оказалась в Южной Корее, в университете на стажировке и была там ассистентом преподавателей русского языка как иностранного, вот, наверное, в тот момент я поняла, что кроме того, что я в целом люблю русский язык, я люблю быть в аудитории, люблю преподавать, люблю делиться своими знаниями.
Хорошо. А вот скажи, пожалуйста, что тебе нравится особенно в профессии, а что тебе не нравится? Я видела этот вопрос, когда ты мне его заранее Мгм. прислала, и я очень долго думала. И Так. не над тем, что мне нравится. Над тем, что мне нравится, мне кажется, не надо думать. Мне нравится, ну, все. Ну, может быть, почти все, да, потому что я скажу об одном моменте, который не нравится. Из плюсов. Мне очень нравится знакомиться с новыми людьми, особенно с людьми, представителями других культур. Мне Мгм. кажется, я уже просто не смогла бы без этого жить. Я в целом сама очень люблю путешествовать, а когда я из первых уст получаю информацию о какой-то культуре, о какой-то стране, это волшебно. Плюс встреча с разными людьми — это расширение моего кругозора. Я всегда учусь у моих студентов. Они мне рассказывают о каких-то фильмах, даже русских фильмах, которые я никогда не смотрела. Они мне рассказывают о каких-то сайтах для изучения русского языка. И я думаю, как здорово, что у меня есть студенты. Может быть, я никогда бы об этом не узнала. Если говорить о том, что не нравится. Наверное, одна вещь, одна единственная, но это, возможно, связано не столько с профессией, сколько со мной, как с человеком. Я пропускаю через себя все, чем со мной делятся студенты. У студента может случиться что-то плохое, и я буду об этом думать постоянно. Я буду думать, как ему помочь, что же ему делать и так далее. Я бы сказала, что все студенты становятся для меня, ну, если не близкими-близкими друзьями, то близкими людьми, которым я очень хочу помочь всеми способами, которыми я могу. И также, например, нелегко на занятии быть веселой, когда тебе плохо. Я понимаю, что когда студент приходит на занятие, он не хочет видеть уставшего преподавателя, он не хочет видеть преподавателя, у которого что-то случилось. Он хочет этот час провести позитивно, быть окруженным русским языком, русской культурой, но не каким-то негативом. И иногда бывает трудно. Не могу сказать, что всегда. Я стараюсь оставлять ну, в данном случае, за нашим занятием все свои какие-то плохие моменты в жизни, но иногда бывает трудно. Соглашусь с тобой, да, соглашусь. Хорошо, спасибо большое. А вот ты писала мне, когда мы с тобой обсуждали эту встречу, что ты можешь рассказать о том, как планируешь свое расписание. Чем ты меня очень заинтриговала? У тебя какой-то есть особый метод, способ? Вот расскажи, пожалуйста, об этом. Я сказала бы, что я человек-план. Я люблю писать, даже не человек-план, человек-план и человек-чек-лист. Я люблю писать списки, планы для всего. Я люблю писать планы на год, планы на неделю, план на день. Ну, если говорить о том, как я в целом планирую свой день или свою неделю, у меня нет какой-то волшебной системы, я ничего здесь не изобрела. Я использую приложение на макбуке и на айфоне, называется «Календарь». Стандартное Мгм. приложение. Оно очень удобно, потому что я вижу свое расписание и на телефоне, и на ноутбуке, где бы я ни находилась. И что мне еще нравится, я могу делить все свои задачи на категории. Это очень Так. здорово. Это то, чего мне не хватало, например, когда я использовала ручку и блокнот. Мне нужно было иметь 10 маркеров разных цветов, и просто не хотелось носить все это с собой. У меня всегда есть время в начале недели или в конце недели, но чаще в конце, когда я сажусь и планирую свою неделю. Обычно я это делаю по субботам или по воскресеньям, но бывает и утром в понедельник. Я делю свои дела на две категории. Дела, которые привязаны ко времени, то есть это, например, мои какие-то тренировки в спортзале, занятия со студентами, какие-нибудь записи к врачу, например, и так Мгм. далее. И вторая категория — это задачи, которые нужно сделать в этот день, но неважно, сделаю я их в 9 часов утра или в 9 часов вечера. Это очень удобно, Так. однако здесь есть такая ловушка, в которую я попадала не раз, и я знаю, многие попадают: планировать слишком много на один день. Например, 6 занятий и 10 задач. Ну,
Конечно, если у тебя слишком много энергии в этот день, можно это сделать, но тогда в следующий день, скорее всего, что-то пойдет не так, потому что ты просто будешь очень уставшим. И я пыталась наладить вот эту систему для себя и поняла, что мне, например, оптимально иметь 5 максимум занятий в день со студентами, чтобы я продолжала быть активной. При Мгм. этом я ставлю часть занятий на первую половину дня, часть на вторую половину дня, и день у меня обычно получается свободным. Обычно все задачи, не привязанные ко времени, я делаю в дневное время. Плюс я снимаю видео днем, так как днем светло и так далее. И так как у нас большая разница со многими студентами во времени, получается так, что я обычно работаю поздно вечером, и первая половина дня у меня начинается поздно, потому что я ложусь поздно и встаю поздно. Но я думаю, что здесь каждый человек ориентируется на свой ритм и формат жизни. Что касается задач, которые не привязаны ко времени, я их обязательно делю на категории. Например, у меня есть категория работа, и это задачи, например, сделать упражнение для студента или отправить какую-то ссылку, отправить домашнее задание, подготовить файл. Категория личная, это какие-то, не знаю, собрать вещи, помыть посуду и так далее. Категория образования. Я пишу диссертацию, и М. мне нужно прочитать какие-то статьи, посмотреть комментарии научного руководителя и так далее. Категория проект. Это мой YouTube-канал, Мгм. Patreon, снять видео и так далее. Категория путешествия. Купить билеты, забронировать жилье. Категория спорт. Выйти на пробежку, сходить на тренировку. Категория красота и здоровье. Ну, это связано с врачами, например, или с походом на маникюр. И недавно у меня появилась категория французский, потому что я М. хочу вернуться к изучению французского. И да, я разделяю категории учеба и французский, потому что французский это хоть и учеба, но она для себя. Поэтому это у меня будет отдельная категория. А, Слушай, я впечатлена. Я, мягко говоря, впечатлена. Я такого четкого составленного графика давно не видела и не слышала о таком. Ну, здорово, есть чему у тебя поучиться. А скажи, пожалуйста, диссертацию ты пишешь на какую тему? Это сложный вопрос, потому что я пишу диссертацию о видеоподкастах, М. поэтому моя диссертация основана на моем проекте, и практическая часть это в целом описание моего проекта, но в теоретической части я очень много говорю об аудиовизуальном методе, поэтому в целом это диссертация об использовании видеоподкастов в преподавании русского языка как иностранного, но базируется это на аудиовизуальном методе. Здорово. Хорошо. Ну вот давай с тобой немножечко поговорим про языки. Ты сказала, что изучаешь французский, а какие-то еще языки ты изучала, изучаешь, планируешь изучать? Я бы сказала, что я даже русский продолжаю изучать, потому что каждый день я заглядываю в словарь, люблю читать какие-нибудь статьи, связанные с русским сленгом молодежным, Мгм. потому что всегда появляются какие-то новые слова, и я часто просто стою в магазине в очереди и слышу от подростка или от ребенка какое-то слово, и я думаю: что это такое, почему я не знаю, что это значит?» Я бегу спрашивать у Гугла или у словаря, но у словаря реже, потому что сленг медленно достаточно появляется в словарях. Я изучала английский язык, начала в школе, продолжила в университете. Могу сказать, что я владею им на достаточном для меня уровне. Я могу свободно говорить, я понимаю все, что я смотрю или что я читаю. И, конечно, я бы хотела продолжать заниматься с преподавателем, но понимаю, что сейчас у меня не хватает на это времени, так что английский у меня существует сейчас больше в таком пассивном варианте, плюс в активном, если я еду куда-то в путешествие. Также в университете я изучала чешский язык. М. У меня не было выбора, я не могла сказать «хочу чешский». У нас был обязательный курс славянского языка, Мгм. и моей группе выпала честь изучать чешский язык. Он мне очень нравился и нравится до сих пор. Я бы сказала, что когда я изучала его, у меня был хороший уровень А2, но
у меня чешский был всего 2 года в университете, потом я поступила в магистратуру, началась работа, и как-то чешский ушел из моей жизни, потому что я просто не использовала его ни с моими студентами, ни в жизни, поэтому как-то не нашлось ему применения. А потом также в университете я изучала третий иностранный, получается, французский. Его нам разрешили выбрать. Можно было выбрать немецкий или французский, или даже испанский, по-моему. И я всегда любила французскую музыку. Я очень люблю, как звучит французский язык, и мне кажется, французская музыка — это что-то невероятно красивое. И поэтому я выбрала французский. К сожалению, у нас были не очень системные уроки, потому что преподаватель часто болела, и нас отправляли то в одну группу, то в другую. И она смогла привить нам любовь к русскому языку, к французскому языку. Я даже могла бы сказать, что мы очень дотошно изучили все правила произношения. Прям вот мы много это изучали, и у меня есть хорошая база. Но потом мои занятия французским просто прервались из-за написания диплома. Однако я возвращалась потом к изучению французского. Я занималась во французском институте в Москве на 2 курсах. Это были интенсивные курсы по воскресеньям. Я была на 100% довольна. Всегда были отличные преподаватели, было интересно, группы были хорошие. Но потом опять появились какие-то важные дела, и я перестала ездить туда по воскресеньям. И вот сейчас, наверное, спустя уже 3 года я решила, что ну все, надо вернуться. Я так хочу заниматься иностранным языком. Я каждый раз так завидую своим студентам, по-доброму завидую, что они занимаются русским языком, и думаю, мне тоже хочется. И я записалась на эту пятницу на пробное занятие с преподавателем, с носителем языка, что, в общем-то, увеличивает Да? удовольствие от Ага. занятия французским языком. Очень хочу вспомнить все, что я знала. Я уже даже порепетировала, что я расскажу о себе. Поняла, что что-то я все-таки помню. Но я надеюсь, что мы с преподавателем сработаемся, что все будет хорошо, и буду 1 раз в неделю заниматься. Слушай, ну замечательно. Не могу тебя не спросить, как ты считаешь, какой наиболее эффективный способ изучать язык? Я думаю, что это зависит от человека. Я изучаю любой иностранный язык так же, как я преподаю русский. Я Мгм. люблю погружение в язык, я люблю изучать грамматику. Мгм. Я считаю, что многие языки требуют изучения грамматики, как русский язык, например. Да, я согласна, что до определенного уровня мы можем дойти, используя, например, коммуникативный метод. Но рано или поздно грамматика нас догонит, и нам придется к ней обратиться. Поэтому я своим студентам говорю, что я работаю таким способом, но если им это не подходит, то они могут без каких-то обид перейти к другому преподавателю. И я знаю, что есть люди, визуалы, например, да, которым нужно все видеть. Есть люди, которые прекрасно все воспринимают на слух. Они могут только слушать подкасты, повторять и при этом иметь достаточно хорошее знание и лексики, и даже в какой-то мере грамматики. Для меня грамматика — это важно, расширение словарного запаса важно. Акцент, например, который у нас есть, для меня это не такая проблема. И как для студента, и как для преподавателя. Потому что очень важно разделять акцент и правильное произношение. То есть если человек говорит непонятно, потому что он не знает, как прочитать слово и как произнести его. Это проблема произношения. Человек не знает правил, как правильно произносить что-то. А если у него есть акцент, обычно акцент можно минимизировать, он никак не мешает пониманию, ну это, в принципе, даже очень мило. У меня есть акцент, когда я говорю по-английски, когда я говорю по-французски, я нисколечко этого не стесняюсь. Мне кажется, что намного важнее говорить правильно и достигать результата коммуникации, чтобы собеседник мог тебя понять. Мне прям хочется поаплодировать тебе за эту мысль, прекрасно выражена, потому что действительно акцент показывает только одну вещь, что человек вырос не в этой местности, да, вот на Да. этом все. Хорошо, а вот мне просто любопытно, тоже как преподавателя, вот ты говоришь, что ты веришь в погружение в язык.
Скажи, пожалуйста, вот как ты это видишь на самых начальных этапах? Потому что у меня, я часто говорила, я тебе уже говорила, кстати, у меня противоположное мнение, да, и вчера я думала об этом, и, может быть, это потому, что я живу в Америке, в англоговорящей стране, и здесь английский не является третьим языком, да, вот мы с тобой обсуждали во время нашего эфира, что не хочешь использовать третий язык, здесь как бы у меня только два, есть русский, есть английский, да. Скажи, пожалуйста, как возможно не использовать язык-посредник на начальных этапах? Очень возможно. Я тоже была скептически настроена. Но когда я начала работать в университете на подготовительном факультете, в моей группе оказались студенты из азиатских стран, которые не владели английским языком. Мгм. Ну, один из них более-менее мог что-то понять и сказать. Не владели. И я не владею ни китайским, ни корейским, ни японским, никаким азиатским языком. И, в общем-то, у нас даже не было другого выбора, да, мы должны были работать только на русском языке. Мне кажется, что когда работа осуществляется без языка посредника, это огромный труд и для преподавателя, и для студента. Потому что преподаватель, мало того, что в целом преподаватель русского языка как иностранного, он и художник, и актер, и певец, и преподаватель. Когда он работает без языка посредника, это все можно умножить на 2. Потому что он должен уметь разными способами показать, нарисовать, объяснить, что он хочет донести до студентов. Студенты могут понять что-то неправильно. И преподавателю нужно в правильный момент увидеть, что студент понял ошибочно. То есть преподаватель должен быть максимально сконцентрирован на каждом студенте. Но студенты, к слову, друг другу очень хорошо помогают. Когда мы изучали русский язык только на русском, они при этом могли помочь друг другу на своем родном языке. Я это не запрещала, хотя можно было бы попробовать запретить, в принципе. Но у меня просто было 2 студентки, они такие очень скромные, лишний раз ничего не спросят. Я видела, что другим, если сложно, то комфортно, а им было сложно и некомфортно. И мне хотелось бы, чтобы им было тоже комфортно, поэтому их друзья им немножко помогали. У меня были и слезы на занятиях от того, что студентка не могла понять, но при этом это были слезы не обиды на меня, это были скорее слезы от того, что другие понимают, а я не понимаю. Я просто помогала этой студентке после занятия, объясняла какие-то моменты, которые она медленнее, чем другие понимают. В этом нет ничего страшного, мы все обучаемся в разном темпе. Я, например, учусь очень медленно. И я уверена, что если бы я была в этой группе и изучала, например, китайский язык без языка посредника, я бы была как эта студентка. Я бы тоже соображала медленно. И нужно входить в положение каждого студента. К счастью, у меня была не очень большая группа, у меня была группа из 6 человек, даже нет, из семи человек, и это небольшая группа, и, в общем-то, все справились, все достигли уровня B1, который они должны получить в конце, когда они оканчивают подготовительный факультет. Здорово еще было то, что они жили в общежитии. Конечно, они много общались между собой, но при этом у них были и русские соседи. Мне нравится подход, когда в общежитии селят в одну комнату носителя русского языка и студента, который приезжает изучать язык. Мне кажется, это просто потрясающе, потому что этот студент знакомит студента, изучающего русский язык, с культурой. И еще классно, если у них нет языка посредника, но такое бывает редко. Это было бы, наверное, совсем жестоко. Мы, например, со студентами ходили вместе в столовую в обеденный перерыв, и я заставляла их заказывать себе еду по-русски. Не просто тыкать пальцем, заказывать по-русски. Они оказывались в
в обычной ситуации, где им нужно использовать русский язык. Я просила студентов сходить купить мне бутылку воды. Ну, конечно, я давала им деньги или карту, просила сходить, потому что им нужно было использовать язык. Просила сходить, принести мне с кафедры учебник, потому что я его там как бы забыла и так далее. И вот это тоже погружение в русский язык. Даже если они сами стесняются в обычной жизни говорить, здесь им как-то приходится это делать. И это получается, но это сложно, правда. Мне тоже было сложно. Конечно, есть студенты, которые не готовы это делать совсем. У меня была группа студентов-американцев, и они приезжали изучать русский язык с нуля. Это был их первый иностранный язык. Первый. То есть получается, что они в целом не знают, как вообще изучать язык. Потому что английский язык в школах не изучают так, как мы изучаем русский. Не изучают части речи и так далее. Ну, либо не так делают акцент на этом. Мы в России подробно изучаем всю систему русского языка. И они мне сразу сказали, что они хотят первые несколько уроков на английском языке, чтобы научиться изучать язык. И мы с ними сделали первые 2 или 3 занятия на английском языке, ну, с включением русского, само собой. А дальше я сказала: все, теперь мы с вами все делаем только по-русски, используем жесты, я больше не знаю английский язык, все. Почему я вообще заинтересовалась обучением только на русском языке? У меня было 2 ситуации в моей жизни, когда я оказывалась погруженной в иностранный язык. Первая, когда я была в Южной Корее. Я не знала корейского языка, я знала только английский. И я ходила на занятия, там у меня был курс литературы и еще какой-то курс, все, конечно, было по-английски, плюс со всеми людьми в кампусе я общалась по-английски. И я поняла, что в какой-то момент я начинаю забывать русский. И мне даже сны начали сниться по-английски. То есть я настолько много использовала английский язык, все читала по-английски, все слушала. Несмотря на то, что я и вроде бы и преподавала там русский, но это было минимально по сравнению с тем, как я использовала английский. И я поняла, что погружение работает. Вторая ситуация, когда я пришла на курсы французского языка во французский институт. Я за все время ни разу не слышала, чтобы мой преподаватель даже вообще просто в общении с коллегами использовал русское слово. Я даже не знаю, как она говорит по-русски. И было так, что мы что-то не понимали. Она объясняла, рисовала, показывала. И я тогда думала: как круто, как у нее это получается. И я хотела бы, чтобы мои студенты не знали, как я говорю по-английски. Интересно, интересно. Ты знаешь, я просто подумала после твоей фразы о том, что тебе начали сниться сны по-английски. Я живу в Америке 11 лет, мне не снятся сны по-английски. Вот, Мгм. наверное, какие мы все-таки разные, да? Для кого-то действительно будет работать метод погружения очень быстро и эффективно, да? Для кого-то, наверное, не совсем. Ну, здорово, я вижу твою позицию, и она действительно кажется очень разумной и логичной. Я на этот вопрос, признаюсь тебе, не смотрела с этой точки зрения, наверное, потому что не сталкивалась со студентами, с которыми у нас не было бы общего языка. Здорово, спасибо, ты мне открыла сегодня глаза на что-то новое. Не за что. Хорошо. И расскажи, пожалуйста, вот ты говорила, что ты делаешь какие-то культурологические уроки на своем канале. Насколько вообще важно изучать культуру страны, язык которой ты изучаешь? Я думаю, что очень важно, потому что это позволяет нам не попасть в какие-то ситуации, в которых мы будем чувствовать себя глупо, например. Несколько месяцев назад я видела в Инстаграме у моей коллеги, что ей студенты подарили 2 розы. М. Конечно, она не показала им, что она расстроена и так далее. Она им объяснила, сказала, что она ни в коем случае не обижается, но сказала, что если бы это была не она, а какой-то другой человек, он мог бы как-то воспринимать это совсем по-другому. И это один из большинства примеров, да, то есть или как мы приходим в гости, например. У меня была студентка из Франции, которую я пригласила к себе в гости. Она пришла, поздоровалась со мной
и пошла в гостиную. Она не сняла обувь. Она не знала об этом. Она буквально месяц назад приехала в Россию. Я объяснила ей, что в России мы снимаем обувь. И она так долго извинялась, ей было так стыдно, она вся покраснела. Я сказала, что все в порядке, никакой проблемы. Но вот такие мелочи, которые заставляют нас чувствовать себя глупо, неуютно в другой культуре, они минимизируются, если мы постепенно знакомимся с этой культурой. Хорошо, но это мы говорим про какую-то ежедневные вещи, да? А вот литература, стихи, фильмы, музыка — это важно? Я думаю, что важно, но, конечно, есть люди, которые не любят, например, стихи. Да, и если мой студент говорит, я не хочу читать стихи, я не буду заставлять его это делать. Но при этом я объясню такому студенту, что в какой-то момент, в каком-то фильме или просто от носителя языка он услышит какую-то цитату и не поймет, почему это использовали, что это значит. А это будет цитата из какого-нибудь стихотворения, какой-нибудь фразеологизм или какое-нибудь крылатое выражение, например. И вот такие отсылки, аллюзии, например, которые мы можем встретить и в речи носителя языка, и в фильмах, и в подкастах. А фильмы и подкасты — это, в принципе, то, что постоянно используют иностранные студенты. Это все элементы культуры. Соглашусь с тобой полностью. Ну и вот ты говорила, что ты много путешествуешь. Расскажи нам, пожалуйста, может быть, есть какие-то интересные истории из твоих путешествий, связанные с языком, не связанные с языком? Я подумала об этом, когда ты прислала вопросы. У меня очень много интересных историй с путешествий, потому что я часто путешествую одна, и у меня тоже были какие-то неудачи в путешествиях. Но я подумала, что я расскажу о двух маяках. У меня какая-то нездоровая, наверное, любовь к маякам. Я поняла, что я всегда в городе хочу посмотреть на маяк. Я не знаю почему. Я была в Эстонии, мне кажется, лет 5 назад, может быть, даже больше, 6. Была в городе Пярну. Не уверена, что я правильно ставлю ударение. Там есть маяк, который находится в километре от берега. И к этому маяку не ведет никакая дорожка, тропинка. Там есть большие камни, по которым можно допрыгать к этому маяку. 1 километр. Конечно, конечно, я это сделала. Конечно, я просто не могла это не сделать. Там же маяк, и мне обязательно нужно его увидеть. Со мной были все мои вещи, начиная от паспорта и заканчивая ноутбуком. Я допрыгала до этого маяка, была очень радостная, сделала фотографию. Думаю, классно, я побывала в таком месте, в которое, наверное, не все решатся пойти. И тут очень быстро начинают сгущаться тучи, начинается ужасный дождь, ужасный ветер, и меня просто начинает сдувать с этого маяка. И я думаю, ну все, посмотрела, и, наверное, на этом я умру, и никто меня не найдет, потому что никто не знает, что я здесь. Ни одного человека по дороге к маяку мне не встретилось. И я думаю, надо или ждать, когда дождь закончится, а может быть, он не закончится сегодня, или надо прыгать обратно. А прыгать страшно, потому что камни очень скользкие, и эта дорожка достаточно узкая. И я вообще думаю, что она не создана для того, чтобы человек как-то прыгал к маяку. И я думаю, ладно, буду прыгать, что ж уж, упаду, намочу паспорт, надо, главное, спасти паспорт и телефон, чтобы я смогла добраться до дома. Я прыгала, поскользнулась 1 раз, я упала, но не в воду, я упала между камнями, была мокрая примерно вот до сюда, но зато мне удалось спасти все мои вещи. Когда я допрыгала до берега, я видела людей, которые смотрели на меня как на сумасшедшую, были просто в полнейшем шоке. На берегу было солнце, ни о каком ветре и дожде речи быть не могло, но я подумала, классное приключение, мне есть что рассказать. Действительно, вот это да, но ты рисковый человек. Ну, я люблю такое, да. Особенно, когда я одна и нет кого-то, кто может меня немножко тормозить. Я люблю забраться куда-нибудь. Я очень много раз терялась в городах. Я помню, что в Сеуле у меня разрядился телефон, и я забыла, по-моему, зарядку, и мне негде было зарядить. И я в 12 часов ночи просто бродила по Сеулу, потому что я не знала, где хостел, который я сняла. Я не знала, что делать. Я снимала влог, и я помню, что я во влоге говорю, ну, сегодня
сегодня я буду спать на улице, потому что я не могу найти хостел. Но в итоге я попросила какую-то девушку мне помочь, она помогла, мы с ней смогли поговорить по-английски, хотя она плохо говорила, но она все посмотрела, нашла хостел, название которого я даже не помнила. Это было чудо. Я не помню, как мы смогли решить эту проблему, но в итоге спала я в хостеле. Но я обещала вторую историю про маяк. Второй Давай, вторую маяк, историю. она не такая эпичная, она просто приятная. Я в прошлом году была на Сахалине. М, Это большой остров. Я очень хотела там побывать и оказалась там, можно сказать, случайно на самом деле, потому что билеты были не очень дорогими, и я их купила, и мы полетели на Сахалин. На Сахалине есть известный маяк, он называется Анива. Он просто невероятно выглядит на фотографиях, и добираться туда нужно на лодке или на катере. Мы ездили туда с экскурсией. По дороге мы видели касаток. м. Это это я даже не могу это выразить словами, потому что когда касатка проплывает под твоей лодкой и выпрыгивает из воды прямо в полуметре от тебя, это невероятный ужас, но и невероятный восторг. А ужас был потому, что перед этим нам сказали, что мы точно не будем подплывать к касаткам, потому что сейчас такой период, когда они атакуют лодки. И я думаю, ну, наверное, сейчас она перевернет лодку, и мы окажемся в воде. Так что все приключение началось с касаток, а потом мы увидели этот маяк, и у меня даже есть влог на канале. Этот маяк был построен японцами, сейчас он заброшен, и говорят, что через какое-то время он вообще разрушится, потому что его разрушает вода, птицы, которые на нем живут, туристы, которые в огромных количествах туда приезжают. И я рассказываю эту историю просто потому, что я очень хочу сохранить в себе воспоминания об этом месте, потому что, возможно, когда я когда-нибудь вернусь на Сахалин, я просто его уже не увижу. Очень, очень трогательно. Ну, хочется сказать, что у кого есть шанс поехать в Сахалин, еще, наверное, есть возможность увидеть это прекрасное место. Да. Ты сказала про касаток, а я, знаешь, пару месяцев назад была с друзьями в Массачусетсе, и мы смотрели китов. О, да. И киты прям тоже подплывали к нашей лодке, и потрясающе. Он так, хвост такой его из воды вылазит, Да. машет тебе. Здорово. Ир, ну спасибо тебе огромное. Истории просто замечательные. Так, я, в принципе, задала тебе все вопросы, которые я хотела тебе задать. Спасибо тебе огромное, что нашла время сегодня прийти поговорить со мной. Было очень интересно. Я думаю, что всем зрителям будет тоже очень интересно о тебе узнать побольше. И, друзья, пожалуйста, если вы еще не подписаны на Ирину, в чем я, честно говоря, сомневаюсь, пожалуйста, переходите на ее канал, подписывайтесь и смотрите ее замечательные видео. Спасибо Спасибо тебе большое. огромное за приглашение. Вопросы были очень интересными и даже полезными для меня. Как, например, вопрос, что мне не нравится в профессии. Мне пришлось подумать, ну, я бы сказала, пришлось что-то все-таки найти, чтобы сказать, что наша профессия прекрасная, но все-таки не идеальна, да, в каждой профессии есть какие-то минусы, хотя плюсов намного-намного больше. Я думаю, что ты без меня это понимаешь. Я с тобой абсолютно согласна, да. Спасибо Спасибо всем тебе. большое и Спасибо, пока-пока. друзья. Все, пока-пока.